Вот, друзья, местные жители. Местный район. Вот так с двух сторон стоят дома. Все, в принципе, точно так же, как и в обычном поселении. Но есть одно но. Вместо асфальтированных дорожек между домов просто река. И вместо автомобилей вот такие лодки. В принципе, это и вся разница между городом и Вилково. Но вот эти лодочки и местный грунт, из которого делают, на котором произрастает виноград Новак, делают свое дело, друзья, определенно. Вот мы видим, как местные здесь ведут свой быт. У каждого жителя здесь практически вот такая лодка. И на таких лодках вот здесь приезжают домой. Вот как вы обычно вечером приезжаете домой на машине, да, вот так же здесь вечером приезжают домой, но только на лодке. Здесь нет проводов, здесь электрика только, если вот поставил мельницу в воду, да, или какие-то провода, может быть, солнечные батареи, ветряной генератор, и то я не уверен, что он на этом грунте устоит. Вот так, друзья. Вот здесь деревянные такие лодочки, друзья. Каюки. Смоляные такие, смотрите. Вот на таких лодочках местные жители выходят на рыбалку. Вот пример обычного среднестатистического дворика Вилково. Вот так живут вилковские липоване. Да, смотрите, вот какой дворик ухоженный. Смотрите, какие красивые цветочки. Люди ухаживают. Прикольно. Друзья, вот так же само можете покататься на лодочке по нашему маршруту, по которому прошли мы. Контакт, кому можно позвонить, я оставлю в описании. Друзья, а вот мы проходим детскую юношескую спортивную школу. Привет. Проходим. Здесь ребята учатся ходить на лодках. Вот спортплощадка здесь для детей. Потихонечку подходим к большой земле. О, такой топляк торчит из воды. Друзья, и вот мы попали вот в такое колоритное, интересное место. Здесь как раз мы застали хозяйку за тем, как она убирает вот такую штуку. А что это такое? Как это называется? Я не знаю, эта птичка принесла, и оно у меня так разросло, что я теперь не очень рада. И вот так вот такие следы, друзья, эта штука оставляет на руках. Да, вот она. Далеко от змею поймал. Где я змею поймал? Ты что? Это не змея. А что это? Цветов нету. Вот Там это играется цветок. Вот оно растение это такие. Видишь, какие? Вот оно. Его Вот не это кустик. едят, ничего не делать, декоративно. видишь, Природные, друзья, красные чернила, получается. Да. Бордовые такие. Да, листья краснеют, потом оно очень красиво, но я рано его срезала. Угу. Пока у меня настроение есть. Она потом Можете мало дня по двору пройти. Смотрите, у меня сколько там зелени. Давай. Класс. Идите. Давайте. С удовольствием. Друзья, вот попали в гостеприимное место. Здесь в Вилково. И нам сейчас хозяйка проведет экскурсию. Легенькую, она сейчас занята немножко. Мы проведем экскурсию сами. Слушай, а где розмарин? Розмарин, да? Ну, здесь нет розмарина. А что он должен здесь быть? Ну, потому что без розмарина никуда. А где розмарин? Друзья, как вы думаете, напишите в комментариях, есть здесь розмарин, если хорошо пошукать? А? А что тут розмарин? Вот он. Вот это может розмарин? Нет, это папороть. Не? А вот это? Цветочки. Это курица или варится? Класс. А вот, друзья, и тот самый Новак. Да, Новак.
Вино, которое нельзя попробовать Да. нигде, купить где-то в магазине. Нигде. Нельзя. Раньше был завод Килия. Выпускала вино Дуная. Люди тоннами сдавали виноград. Ну, будем говорить, по нынешним временам, или сорт не тот, говорят еще. Ну, пока у Вилкова вина тоннами. Если я буду его все лето возить, оно не прокисает. Просто когда ставишь в холодильник, она не теряет свое ничего, просто будет прохладная. Так. И сейчас мы его Да, задегустируем. Да, и запах вы даже на руку разольете, и будет целый день у вас, получается, запах винограда. Но дегустировать мы будем уже за кадром. Друзья, скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Будет очень интересно. Друзья, приехали мы вот в такое колоритнейшее место, которое называется Брынзарня. Сутки не мылись, поехали брынзу сдавать. Да, приехали сдавать, чтобы сейчас посмотрим, сколько нам за нее дадут. Так. О, винцо, смотри. Здесь тоже делают. Котики. Ого! Смотри, сколько. Ага, коты. Привет, котики. Ой. А на жарик сфоткай. Привет, котики. Боже, сколько вас тут. Класс. Коты. Здравствуйте. Здравствуйте. А это мы. А это мы. Здравствуйте. Скажите, а можно посмотреть, что у вас тут происходит, и заодно... Вот вы увидели объявление на дороге и решили зайти, нам очень интересно стало. У нас такая небольшая фазенда брынзарня. Так, Вот, у нас в основном брынза козья. так. То есть овечьей нет. Есть у нас еще в хозяйстве корова. Ты хочешь к нему в гости? Ну, конечно. Пошли брынзу попробуем. Пошли дегустировать брынзу. А мы можем посмотреть продукцию и заодно попробовать ее? Пойдемте посмотрим. Смотрите, есть брынза выдержанная, брынза есть свежая, есть маринованная. Маринованную мы брынзу не даем Угу. пробовать, то есть она у нас закрыта. Есть паштет козий. Вот это у нас козий паштет на основе выдержанной брынзы с грецким орехом и сливочным маслом. Это маслинки, базилик, розмарин. Ниже у нас паприка, чеснок и слегка острого перца пикантный. Есть еще у нас варенье инжирное, масло сливочное наше коровье, выдержанная брынза на вине с розой и лавандой. Это розмарин, базилик и томаты. Так, а давайте попробуем ту, которую можно попробовать. Давайте. О, гастрономическая емкость, уже приятно. Так, это соленая выдержанная брынза. Ну как тебе? Интересно, смотри, что у них есть. Смотри. Что это? Это сало. Это сало, да. Сало, да. У Класс. нас есть вьетнамские свиньи, это черные свинки. Черное сало есть? Нет, мы не делаем сало из них, Э. не продаем. Мы делаем из белых свинок. А это что? Это суджук, наши партнеры суджук балканские ясти, да. Что я знаю. Так, смотрите, кто пробовать будет? Я попробую, давай. Ты не будешь Давай, пробовать, давай, да? давай. Телевизор покажу. Это соленая выдержанная. Она выдерживается, может, и месяц, и два, и три, и до года стоять. Отлично. И чем больше она стоит, тем она тверже и соленее. Угу. А не выдержанная. Не выдержанная сейчас. Как тебе? Ну вот мне интересно, почему нет козьего привкуса, вот козьего молока, вот такую хочется. У нас без запаха она. Многие думают, что козья приезжает путают. А нет, она просто холодная. Холодная? Да, она холодная, вот я ее сейчас во рту, понял, разжевал хорошо, согрел вкусовыми рецепторами, прогрел, и пошел вот этот привкус, тот, который вот мне нравится. Есть такие, что пахнет, у нас она... Ой, какие круглые приятные. Так, смотрите. Это наша свежая. А ну-ка. Ось. Раз. Так, Это сегодня мы не каждый день мы делаем свежую брынзу. О, ну вот это мне гораздо больше нравится. да, Вот такой возьмем. да, давайте нам вот эту, Вот этот шарик. да, возьмем. Это вкусно. Вот это мне намного больше нравится. У нас
49,50. Друзья, смотрите, натуральная домашняя брынза, без консервантов, без всякой белиберды. 49 гривен с нас. Смотрите. А это что? Говяжий Так. и паштет остался свиной. Есть тушенка козья. Вот это козья тушеночка, это свиной, говяжий. А дайте нам еще говяжий паштетик, вот мы попробуем. Это вашего личного производства, да? это мы делаем сами. У нас там печень, мясо и морковь. Отлично. Вот мы как раз сегодня вечером попробуем приготовить какое-то блюдо интересное и используем Мы поставим на это, на макароны. Киев. Нет. А, на макароны, да, точно. Тушенку, паштет оставим на макароны. Отведали настоящей козьей брынзы. Есть Едем у нас дальше. еще специи на основе сушеной брынзы. Специи. Да, вы можете продегустировать. Это как? Это вот вы пробовали соленую брынзу. Так. Выдержанную. Мы ее достаем, высушиваем и делаем из нее специи. Привет, друзья! И мы сегодня оказались на устричной ферме с Сусом, откуда мы приехали из Вилково. И сейчас сделаем, друзья, для вас очень интересный материал. С нами сегодня наш товарищ, который отвечает за устриц. Представься, пожалуйста, нашим подписчикам. Да, меня зовут Сергей, я устричный сомелье, я очень рад вас здесь приветствовать. И вы попали именно в то место, куда нужно, то есть и приехали попробовать устрицы. Я вас приглашаю посмотреть, как наши устрицы выращиваются. Устричный сомелье! Да. Класс! Вот это круто! Слушай, у нас Сус ни разу не пробовал устрицы. Давай сегодня исправим это недоразумение, друзья, и попробуем вместе с вами самые лучшие устрицы в Украине, которые растут и производятся. И вы сейчас увидите, как мы их будем доставать из воды. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Сразу хочу спросить, что устрицы реально живыми надо кушать? Конечно, это же пища сыроедов. Ты когда-то устрицы кушал? Нет, я даже не представляю, что это такое. Ну, тогда Улитки ел. попозже немножко я тебя научу правильно устрицу кушать, чтобы она А как я к тебе живу? Она зашла. живая. А в процессе я покажу, как устрица определять, живая или не живая. То есть я научу тебя этому всему. А больше можно не понимать. живую? Не живую, но я думаю, тебе она не зайдет, мне назад не отдашь. Так что, друзья, мы сейчас отправляемся на вылов самых настоящих украинских устриц в самую настоящую украинскую устричную ферму. Поехали! У! Смотри, что происходит. Наверное, первый раз в жизни, когда в запродах вот этих вот ОЗК, я их не по назначению использую. Точнее, наоборот, по прямому назначению. Мы заходим в Забродах Использую. в море. Кстати, обратите внимание, что здесь вода очень чистая. Да. Кристаллически чистая очень. Как на Мальдивах прям. Да. Друзья, ну как не поставить лайк за такую кристально чистую воду? Смотрите, я вот зашел по колено, а ноги видно. Здесь действительно минимальное вмешательство человечества в этот лиман. В радиусе 10 километров нет ни одного завода, который бы скидывал нам свои отходы. То есть вода очень чистая, очень кристаллически чистая. И здесь 35 промилле соли. То есть если попробуйте водичку на ощупь, она идет такая плотненькая, как кисельчик. То есть заживляющая вода и так далее. То есть купаться здесь всем советую. Мы пришли вот в такое сказочное место. Здесь из воды торчит вот так вот атмосферная арматура. Ой, я устрицу нашел. Оп! А Сус нашел устрицу. Это медуза. А, это медуза, да? Это еще не устрица. Итак, друзья, вот в таких мешках, как я понимаю, Это не произрастает устрица. Смотри, какие они там. Интересно, а чем их кормят тут? Мы устрицы ничем не подкармливаем. То есть здесь очень большие промилле соли. Во-первых, для устрицы очень подходит. Это будет мало вероятности, что устрица будет болеть когда-либо на какую-то болезнь. А как что касается нашей устрицы украинской, которой мы без нее остались, я потом вам немножко позже расскажу. Как говорится, то есть я знаю, что в Португалии вы нашли какой-то уксус, да, что касается подкормки. То есть и они опрыскивают этим уксусом водоросли. И когда водоросли начинают цвести, устрица питается этими планктонами, намного быстрее растет, но на вкус это кислый. То есть мы ничего устрицы не подкармливаем, потому что здесь очень много живности,
Мы сейчас с вами находимся на Телегульском лимане, это все считается ландшафтным парком, и в радиусе 10 километров и вдоль всего лимана нет ни одного завода, который бы скидывал нам свои отходы. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что Телегульский лиман уже 7-й год подряд занимает первое место именно по чистоте в Украине. Если взять Одессу, Черное море и наш Телегульский лиман, то в Одессе в Черном море сейчас идет 17-18 промилле соли, у нас идет 30-35 промилле соли. Если мы говорим 35 промилле соли, все мы помним, как меряем, да? То есть это 35 грамм соли на литр воды. То есть соленость очень такая сумасшедшая. Почему сейчас такая соленость? Сейчас открою секрет. Когда солнце пригревает лиман, вся пресная водичка быстренько испаряется, и вся концентрация соли остается на мелководье. То есть за счет мелководья солнце, когда пригревает лиман. Что касается нашего бизнеса, да, вам немножко расскажу. Мы устрицу, как говорится, не выращиваем. Мы ее доращиваем. Каким способом? Мы закупаем малька с Франции, такого маленького, как ноготок у вас на месяц. Спадик правильно называется, спад. То есть примерно в один мешок в такой мы погружаем 1500 штук малька. Да, опускаем на глубину 7-8 метров, немножко туда дальше, и по лиману. Опустили, погрузили, это все проходит где-то примерно около 4-6 месяцев. И у нас есть такое понимание, как воспитание устрицы. То есть мы начинаем нашу устрицу воспитывать. Ремнем по сраке, как непослушных подписчиков с нашего канала. Друзья, слушайтесь родителей, да-да. Ну давайте я вам покажу. Вот мне скажите примерно, где воспитанная устрица, а где невоспитанная. Мне интересно ваше мнение. То есть давайте достанем из мешка устрицу. Давай. Друзья, достаем из мешка устрицу и будем сейчас искать невоспитанных. Да. Так. Невоспитанно. Это, видите, такие специальные замочки есть, за счет которых мешок не открывается. Так. Друзья, и мы извлекаем из мешочка устрицу. Настоящую. Доставай. Вот давайте так, я вот показываю, вы мне говорите примерно, как вы думаете, где здесь воспитанная устрица, а где невоспитанная. Давай. Вот так вот. Я думаю, вот это воспитанная. Ну да, я думаю, что это воспитанная, она чистая. Ну, теперь буду я говорить, где устрица воспитанная, где невоспитанная. Это устрица невоспитанная. О! Это устрица воспитанная. Почему? Видите, в этой устрице все края идут ровные и сформированные. Так. То есть она хорошей формы очень. Эта устрица, обратите внимание, растет чуть-чуть неправильно. То есть у нее края торчат в разные стороны. То есть к чему это говорю, что мы делаем? Мы достаем устрицу раза 3-4 в неделю в мешки и втряхиваем. Для чего? Для того, чтобы устрицы отбивались концы, она не продолжала расти в длину, а продолжала расти в глубь. Так если мы не будем отбивать ей кончики, она будет расти просто в длину, будет очень плоская, но без мяса. А так мы отбили кончики, и она набирает обороты себе вглубь, ложа под мясо вглубь делает. Поэтому эта устрица будет воспитанная. Порода у нас одна финдеклер финоподобная. Кто не знает, как финдеклер переводится, я напомню, это как воспитанная в клетке человека. То есть отличается лишь только по размерам. Нулевка, единичка, двойка и тройка. Такой примерно вам счет устриц дам, лайфхак такой, да. Мне многие задают вопросы, говорят, Сергей, наведите пример. Я говорю, это примерно как листы бумаги в формате А1, А2, А3, А4. То есть всегда все идет наоборот. Чем больше цифр, тем меньше устрица. То есть, ну, это будет номер 3. Номер 3 растет около примерно 8 месяцев, либо год. Ну, такую устрицу исключительно кушают такие страны, как французы, португальцы, то есть вся Европа. То есть для новичков, для начала советую полакомиться устрицей номер 3. Для того, чтобы хотя бы минимум понять, что такое устрица. То есть, вот я думаю, тебя накормлю к троечке немножко попозже. Я думаю, тебя она зайдет, ты мне назад ее не отдашь. Потому что я знаю, как нужно правильно людей учить кушать устрицу. Потому что многие до конца не понимают, поэтому сюда приезжают и здесь учатся. Друзья, возьмите во внимание то, что программа «В гостях у Жорика» всегда пытается навеять вам правильные кулинарные тона, правильные кулинарные воспитания. Поэтому, друзья, смотрите нашу передачу, и вы научитесь не только правильно и грамотно кушать устриц, но и научитесь правильно и грамотно готовить, друзья. А устрицы готовить не надо, поэтому сегодня Жорик отдыхает. И мы передаем слово нашему гиду. Продолжаем. Да, давайте продолжим. Давайте я такой дам, как говорится, вам лайфхак, да, как многие люди задают и пишут в комментариях, вот научите правильно устрицу выбрать в супермаркете, да, в закрытом виде. То есть, чтобы понимать, живая устрица или не живая, потому что вам ее не дадут открыть в супермаркете, правильно? Поэтому я немножко дам вам такой лайфхак. Ну, для начала, смотрите, берете устричку, бьете друг об друга. Какой звук вы слышите? Как камни друг об друга. Глухой, правильно? Да. Глухой звук. Начните такой между устрицами звук глухой, постучали. Потом переворачивайте устричкой такой вот стороной, широкой стороной вниз.
Постучали еще по ней не сильно только. Потряслись, там чуть ли не 5-6 секунд, отсюда водичка не покапала, то устрица живая. Почему живая? Потому что у нее все мышцы затянуты, да, как говорится, она створку не открывает свою, она напряжена. А если водичка покапала оттуда, то, скорее всего, устрица либо умирает, как говорится, либо уже умерла. То есть такую устрицу я вам не советую покупать, потому что, чтобы потом не было с животиками проблем. Надо отправиться. Да, чтобы назад не отдали, как говорится. Ну, давайте дальше я вам расскажу про устрицу, что касается полезности устрицы, да? Так. То есть в устрице очень много йода, белка, цинка. Это действительно очень мощный афродизиак, да, все мы помним. Так, Помним Казанова, не легенду, а факт про него. так. Да, то есть, что он тоже в день съедал по 30-40 штучек, и поэтому это действительно очень мощный афродизиак. Здесь находятся такие витамины, как ПП, ПП1, ПС20, ПС12. То есть в этой устричке находится вся таблица Менделеева. Это считается самый чистый продукт вообще по всему миру, что касается двухстворчатых моллюсок. Так. Такой живой примерчик наведу, если можно. Что касается афродизиака, да? Так. То есть я поверю, что человек за раз может скушать дюжину. Все вы знаете, сколько в дюжине троечек? Сколько в дюжине устриц? 13. 12. 12. Эта чертова дюжина идет 13. Так. Да, то есть одна дюжина троечек вот таких заменяет 1,5 килограмма говяжьего мяса. Да ладно. А можно получить? Вот у нас, кстати, друзья, у нас с СУСом уже достаточно длительный период идет спор по поводу того, можно ли получить белковое отравление. Вот если я, допустим, взял себе мясо 2 килограмма, да, говядины, и вот хочу его съесть много прям. Ну как это не чистый белок? А что так? Хорошо, возьмем морепродукты. Друзья, морепродукты. Насколько устрица состоит из белка? Вот давайте так поставим вопрос. Вот смотрите, одна дюжина устриц заменяет 1,5 килограмма говяжьего мяса. А в одной дюжине устриц примерно 12 штучек. Сколько мяса в граммах? Примерно. Если все вместе за дюжину сказать, Да. то это где-то будет примерно грамм 350-400. То есть в 3 раза, Да, в 3 раза, друзья, говяжий белок в 3 раза беднее белком, чем эта маленькая устричка. И именно поэтому мы сюда и приехали, потому что СУС мне сказал, вот на досуге мы говорили, он говорит: Жорик, слушай, я никогда не пробовал устрицы, а мы, попав в Вилково, просто не могли приехать сюда на эту ферму. Да, она, конечно, находится не совсем в стороне Вилково, друзья, но не попасть на устричную ферму и не рассказать нашим подписчикам о том, как взращивают, выкармливают, и в чем биологическая и органолептическая, как это правильно сказать, кулинарная ценность гастрономическая этих устриц, нам сегодня и расскажет наш дорогой друг Сергей. Опа! Да. То есть, к чему я говорил, это к тому, что устрица действительно очень мощный афродизиак, и такой живой пример вам сейчас наведу, что касается афродизиака, да, потому что для многих это может в жизни произойти проблемой, да, поэтому устрица это действительно очень спасатель, такой можно сказать. Смотрите, ко мне приехала сюда семья, мужчина, женщина и 4 детей, я акцентирую внимание, 4 их. Я им рассказывал про устрицу, как правильно ее кушать, там, так и далее. И мужчина сидел на протяжении всей моей лекции и пил устричное вино. Я потом вам немножко за него расскажу. У нас есть устричное вино, да. То есть под конец моего рассказа он уже в конце так хорошо подвыпил, такой под шофе уже стоит весь. И потом я вам даю устричку пробовать, и он такой ее кушает и говорит: ну такой устрицы, как у вас, я нигде еще не видал сладкой, что касается. Я говорю: да, хорошо. До этого он мне рассказал, что он гурман, он побывал в разных странах. Он очень сильный гурман такой. То есть в конце моей лекции он идет на бар, до нас заказывает устрицу, заказывает таких где-то 40 троечек, съедает их полностью. Потом через минут 15 заходит и заказывает себе 30 единичек, да еще больше устриц. Ого. И тоже их съедает. А ему жена говорит: Леша, ты что делаешь? Ты что, не понял, что в прошлом году было в Италии, да? То есть я так понял, что когда они вышли, у них 4 детей, что касается устрицы, у них всегда дети появлялись, что касается курортов, да? Он это все съедает. 4, прикинь! Класс! Да, на следующий год пообещали, что приедут, думаю, уже будет 5, да? И они вот это все съедают, идет купаться к нам в лиманчик, и я уже замечаю, что он где-то не выходит с лимана часа 1,5-2. И ко мне подходит женщина, говорит: Сергей, почему вот этот человек, который далеко зашел от берега, стоит на одном месте и туда-сюда ходит, что-то непонятно что делает, да? Я говорю: не обращайте внимания, он ловит бычка, да? То есть она говорит: ну хорошо, главное, чтобы с ним все было хорошо. Я-то понимаю, что он съел целую кучу устрицы, на него подействовал афродизиак, он зашел в лиман купаться, а назад уже не может выйти, потому что афродизиак на него подействовал именно в лимане.
И он ждал, пока его попустят, да? То есть его попустило, он с лимана потом уже вылетел мигом, потому что в таких пробелах соли можно и, как говорится, засолиться. То есть, да. К чему я этому рассказал? К тому, что устрица это действительно очень мощный афродизиак. Интересно, сколько же их съесть надо? Да, ну для человека норма, чтобы не было белкового отравления, да, например. Вот и что касается мужчины, я советую в день съедать где-то хотя бы по дюжине для мужчин. Для женщин то 7-6 штучек. Так, Как надо проверить? ну, для начала давай я тебе всем покажу два основных способа открывания устрицы. Это идет британский способ и французский способ. То есть мы открываем британским способом, потому что, как говорится, более к нему без такого слова, как приловчились, да? Открываем через заднюю часть, да? Вот. Видишь, у меня здесь есть такая точечка черненькая. Так. То есть там находятся мягковые ткани. То есть для начала мы берем ей и пробиваем мягковые ткани. Видите, я пробил, ножик твердо стал. Да. Дальше такой принцип, я думаю, все как в жизни пробовали открывать консервную банку. Да. Идет как консервная баночка. Входим в поп, подрезали и подковырнули. Ага. Такой еще один нюансик, у нее всегда здесь с правой стороны, чуть дальше серединки, есть мышца, которая держит, регулируется, когда она хочет кушать, закрывается, открывается. Мы просто кончиком ножки берем ее и срезаем, задеваем, и получается такая вот у нас устрица. На что тебе устрица похожа? Не знаю, на медузу. Хорошо, я в конце скажу вам, на что устрица похожа. Что касается в хорошем смысле слова. Сливаем водичку. Тут, видите, такая у нее есть вот ножка. Так. То есть, дальше, когда я отрежу ножку от ракушки, отделю, она через секунд 10 даст свой собственный сок. Так. И это будет уже настоящий деликатес. Помните, вы меня спросили, покажите, что устрица живая или не живая? Внимательно. У нее по бокам, здесь вот по контуру ракушки, реснички черненькие есть. Да. То есть я сейчас буду дотрагиваться до них, она будет не быстро, но медленно сокращаться при ударе. Смотрите. Видишь? Ага. Да. То есть устрица живая, как она сокращается. Да. Дальше что делаем? Она не пищит. Нет, устрицы не пищат, у них нет голосовых А связок. кто говорил, что они пищат? У них нет голосовых связок. Вранье, а вы видите? А когда наливаешь лимонный сок, говорят, устрицы пищат что-то. Не, это неправда. Это рассказы Чехова. Только при том случае она может создавать писк, когда мы, вот, например, открываем, да, Так. устрицу. Вот мы открываем, воздух собрался. резко, да, и подрываем вакуум, и такой звук создается, как она пищит. Устрицы не пищат, у них нет голосовых связок, и устрицы не чувствуют боли, у них нет нервных окончаний. А я вчера ему сказал, что устрицы пищат. Он говорит, я не буду их есть, мне их жалко. Да, да. Ну все, тогда не пищат, тогда можно есть. Подрезаем ножку. Вот, подрезали. Отделяем устричку по контуру от ракушки, потому что кушать нужно все, кроме ракушки. Что касается моллюска, да? Вот. Да. И вот моллюсок, я его перевернул. Видите, я подрезал ножку, уже такой сок свой собственный идет, мутноватый такой. Ага. Вот находится. Это идет уже настоящий деликатес. То есть для тех, кто первый раз кушает устричку, добавим в первую устрицу на первый раз капелек 8 лимончика. Примерно так. Капелек 8 добавляем. Объясняю, как нужно правильно кушать устрицу. Вот Да. смотри, берешь, вот так, как я делаю, с широкой стороны, Так. переворачиваешь, как чашечку, засербываешь, есть такое слово, да, может некрасивое, но это нормально. очень круто, да, звучит. Тщательно пережевываешь до тех пор, пока ты не почувствуешь, что оно у тебя тает во рту, и потом глотаешь. Через секунд 30 после вкуса ты будешь чувствовать такие вкусы, как креветка, рак, рыба, мидия. То есть обязательно тщательно пережевывай. Я тебе желаю... Назад я не вернуть, да? Да. Помнишь, мы говорили сначала, что назад меня не вернешь? Не верну, надеюсь. Давай. Ну, а как это, ну? Как? Ну ладно, значит. Никто не посмотрит. Давай, не бойся. Все, засербай чуть. И... Давай. Пережевывай. Теперь жуй. Не бойся. Отлично. Видишь, зашла. Ты назад ее не отдал. Отлично. Я очень рад, что тебе действительно она зашла. Такое слово говорится. Интересно. И после вкуса скажи, каким тебе вкусом показалось сначала? Вот как ты только ее начал пережевывать, и чем тебе показалось, отдала? На мидии похоже очень. На мидии, да, правильно. Хороший очень вкусовой рецептор.
Послевкусие потом скажешь, на что еще похоже. Я сейчас покажу тебе еще такой французский способ, как открывать французы. Они открывают здесь сбоку и на весу в руке, в железной перчатке. Ну, так как я уже давно работаю с этим, я могу без этого всего работать. То есть тут, где мышца, они сразу пытаются туда подлезть, так вот примерно, сейчас показываю. И сразу вот здесь, помните, я рассказывал за мышцу, и сразу ее срезают. И поднимают крышечку, и получается тоже, в принципе, такая же устрица. Тоже живая, реснички шевелятся, вон видишь? Да. Да, сокращается. Сокращается устричка. Ну, тот же самый способ, подрезаем, отделяем по контуру от ракушки. Видишь, слил водичку, она уже сразу, когда подрезал, дала свой сок быстро. Добавляем тоже лимончика. Друзья, сейчас Жорик покажет вам, как нужно правильно, культурно Ты их кушать пробовал? устрицу. Ну, ты профессионал, так с неинтересно. сербом это вообще классно было. Пустая. А ну давай, на что похоже. Мидия. Свежая. Свежая мидия. А я свежие мидии, по-моему, даже и не пробовал И вот никогда. Морской вкус вот этот Привкус приятный. морского воздуха, да? Да, вот это он. Кстати, когда вы покушаете устрицу, вы проснетесь утром, и у вас будет такой привкус во рту морского воздуха. То есть, к чему я говорю? К тому, что устрица усваивается, не переваривается, а усваивается в организме человека 14 часов. Ого, 14 То есть очень часов. долго, медленно, но тщательно. прикинь. Нам как раз вот это и нужно. Нам сейчас отправляться с тобой в длительный путь. Да. И 14 часов, если нас будет подпитывать, то это будет просто прекрасно. Да, это будет отлично. Друзья, ну что я вам хочу сказать? Вот по поводу того, кто брезгует, сомневается, кто думает, что фу, какая гадость, как они доели. Друзья, вы так не думайте, это на самом деле очень вкусно, не противно, не вызывает никаких рвотных рефлексов, да, там вот как многие думают, как можно есть эти устрицы, ну как? Как слизь, да? Вот, друзья, это не слизь, это плотный белковый организм с интересным вкусом и приятным послевкусием. Ребят, большое спасибо, что к нам заехали в гости. Всегда вас ждем. Вам приятного отдыха. Приезжайте к нам почаще. Отлично, благодарочка, друзья. Ставим лайк внизу, подписываемся на канал. С нами всегда здорово и интересно. Мы попробовали устрицы, поделились с вами своим мнением. И я надеюсь, что всем вам было очень интересно. Всем спасибо, благодарочка. Друзья, посмотрите, какое количество этой устрицы уже выели из этого пруда. Сус, стань рядом, чтобы контраст был. Смотрите, друзья, какая куча, просто огромнейшая куча ракушек. И вот Сус на их фоне. Их здесь просто несчетное количество. Вот такие они все. Посмотрите, сколько здесь ракушек. Прям реально ферма по производству жемчуга. Так и есть. Кстати, я забыл спросить у него экскурсовода, а жемчуг в устрицах попадается или нет? Слушай, а мне вот тоже интересно. Дорогие подписчики, а напишите, пожалуйста, вы в комментариях, если есть среди вас образованные люди, которые разбираются в морепродуктах, скажите, существует ли в устрицах жемчуг? И мог ли он нам попасться? Напишите в комментариях, нам очень интересно, правда? Ну, конечно, интересно, очень интересно. Друзья, напишите в комментариях, поставьте свой лайк, подпишитесь на канал и огромная благодарочка за просмотр. У-у-у!